При этом известий ужас охватил Воронью Слободку. Люция Францевна Пферд прибежала на кухню с вытаращенными глазами. Они нас сожгут, эти негодяи. Все было ясно, дом был обречен. Он не мог не сгореть. Вроде бы простые слова, написанные почти 100 лет назад Ильфом и Петровым, а как актуальны сегодня. Практически на постоянной основе актуальны. Может, потому что наш мир катится в тартарары? Потому что куда-то подевались великие политики, великие полководцы, гении в целом. Миром правят торгаши и проходимцы. Вот и возникает то в одной, то в другой стране, и даже в регионе ситуации сродни той, что описали Ильф и Петров. Ведь это удобно. Встал утром, посмотрел новости по ТВ и вперед за пищей телесной. И постепенно мы перестали верить даже своим глазам и ушам. Мы не смотрим в окно, чтобы узнать погоду. Мы смотрим на сводку в ТВ или смартфоне. Мы не разговариваем с соседями, чтобы узнать последние новости квартала или дома. Зачем, если есть новостной портал? Мы верим всему тому, чем пичкают нас СМИ. К чему это приводит? Прекрасно видно на примере одной, еще недавно вполне адекватной и дружественной страны. Я говорю о Финляндии. Той самой Финляндии, куда совсем недавно ездили наши люди за ферри, а оттуда на выходные в Питер приезжали любители искусства, которые почему-то к вечеру очень уставали от русского гостеприимства, уставали в стельку. Граждане двух разных стран даже стали дружить с семьями. Мы к ним в гости, они к нам. Но прошло совсем немного времени, и финны вдруг прозрели. Они увидели нашу агрессивность, нашу опасность. Закрыли границы, поставили дополнительные посты наблюдения, стали бдительные, особенно в приграничных районах. Теперь любой пук в российском приграничном городке, даже если он приснился финну, стал поводом для тревоги у финских пограничников. Бдительные граждане сообщают. Страна превратилась в филиал психиатрической больницы. Правда, такой, где врачи не лечат пациентов, а калечат. Власти Финляндии запугивают население неожиданной военной агрессией России. Зачем? Думаю, дурное влияние России. Это ведь россияне в случае опасности из русских, татар, чукчей, бурятов, чеченцев, казахов, осетин, абхазов, украинцев и еще многих десятков народов России превращаются в русских солдат. Наверное, правительство Финляндии посчитало, что точно так же произойдет и в их стране. Народ объединится, консолидируется, станет сплоченнее и патриотичнее. Но, увы, когда-то давно, до Второй мировой, так и произошло. Но сегодня запугивание народа привело к прямо противоположному результату. Народ и правда испугался. Сегодня приграничные районы, еще недавно бывшие финским клондайком, опустели. Закрыты торговые центры, закрыты деревообрабатывающие предприятия, закрыты базы отдыха, закрыто все. Финны пытаются всеми способами уехать из зоны возможных боевых действий. Не лучшие дела и у финской армии. Резко возросло число больных новобранцев, как будто прошла эпидемия какой-то неизвестной болезни. Резервисты массово стремятся перевестись на гражданскую службу. Мне всегда было интересно, почему маленькие страны так часто жертвуют своим благополучием ради каких-то химер. Я понимаю желание этих стран потакать своим амбициям. Муху на роге у вола, что пахало поле, я помню. Ясно же, преимуществом маленькой страны является ее мобильность. Способность быстро возрождаться, быстро расти. Большая страна более стабильна, но и более медлительна. Более неповоротлива. Казалось бы, что плохого быть мостиком между большими странами? Транзит, льготы с обеих сторон, а если еще и статус нейтральный, то и безопасность. Живи, становись богатой, счастливой, ведь те же финны так и жили. Без стрессов, с игрушечной армией для парадов, с добродушно счастливым населением, в дружбе со всеми соседями и вдруг... Пример прибалтийских Эмиратов заразителен, видимо. Кто был ничем, тот станет всем. В финском варианте. Стремление найти смертельного врага в образе дружественной России уже аукнулось. Немногие обратили внимание на сообщение рейтингового агентства Fitch. От 25 июля 2025 года рейтинг Финляндии впервые за 30 лет был понижен с 2А+ до 2А. По банальной причине – стремительный рост госдолга. Потеря экономических связей с Россией обернулась упадком экономики. По прогнозам Fitch к 2029 году госдолг достигнет 90% ВВП. Практически уничтожена лесопромышленная отрасль.
Еще недавно финны отправляли в Россию до 70% вырабатываемой целлюлозы. Теперь ее закупает Китай, но на 40% дешевле. Экспорт сократился с 1,2 миллиардов в 2021 до 90 миллионов в 2024. Качественная финская бумага теперь никому не нужна. Производство сокращается примерно на 30%. Предприятия закрываются. Не менее серьезно трясет финскую авиацию. Finnair сократила 1200 сотрудников и продала 12 Airbus A350. Выручка на азиатских направлениях упала на 60%. Причины те же, что и везде. Закрытое небо России, отсутствие транзитных пассажиров из России, увеличение расходов горючего на рейсы. Вроде бы 1200 человек, в том числе пилотов, но не так много. Если не знать население всей Финляндии, чуть больше 5,5 миллионов человек. Кстати, зажиточная и спокойная Финляндия сегодня находится на втором месте по безработице в Европе. 10% работоспособного населения сидят дома или покидают страну в поисках работы. Оно и понятно. Почти 20 лет рост экономики не достигает даже 1% в год. Кто же будет вкладываться в загибающиеся предприятия? Но, наверное, самые страшные изменения происходят в головах финнов. Тех самых простых людей, которые считают, что если ты не интересуешься политикой, то политика тебя не тронет. Увы, не интересуешься ты, значит заинтересуется тобой. Финляндия сегодня – это Украина конца 90-х, начала нулевых. Массированная идеологическая обработка буквально на глазах меняет сознание людей. Я много раз слышал и читал упреки в сторону нашей страны в том, что мы недостаточно вкладывались в украинскую молодежь, что мы недостаточно активно вмешивались во внутренние дела Украины и прочее. Россия виновата в том, что украинцы свихнулись. Точно это же происходит сегодня в Финляндии. Финские СМИ насыщены фактами, якобы, подготовки России к войне. Мощность обработки мозгов просто переходит все границы. Даже те финны, которые живут в приграничных с Россией районах и всю жизнь ездили в Ленинград, а затем в Санкт-Петербург к друзьям за покупками или просто отдохнуть, теперь боятся русских. Личный опыт общения забыт напрочь. Вот пример заявления жителей приграничной Иматры. Местная жительница Сара Виртанен рассказала, что раньше частенько ездила в Петербург на хоккейные матчи и предубеждений к соседнему государству не испытывала. Однако сейчас она считает Россию непредсказуемой, способной на практически любую выходку. И она отнюдь не одна такая. Невротизация охватила большинство финнов, не исключая самых юных. Как говорит девушка, я знаю маленьких детей, которые не могут спать. Они боятся войны. Им снятся кошмары. Таких заявлений в финских СМИ достаточно много, и им верят. Как верят в то, что русским очень нужна их маленькая страна. Те, кто задает себе простой вопрос, а зачем русским Финляндия, становятся с каждым днем все меньше и меньше. Даже те, кто понимает, что русские вынуждены будут ответить на враждебные действия правительства Финляндии, боятся. Боятся просто потому, что увидели тех русских, которые раньше долго запрягали, в качестве тех, кто быстро ездит. Согласно прошлогоднему и недавнему опросам, более 80% финнов согласны с утверждением правительства о том, что Россия угрожает их государству. Так что вполне возможно, что мы скоро услышим москаляку на гиляку, но только на финском. Часто слышу о том, что темы, которые публикуют военные обозрения, не всегда актуальны. Под каждым материалом найдется комментарий специалиста о более актуальных вопросах. Только вот в чем проблема? На войне не бывает неактуальных тем, неактуальных вопросов. В процессе написания данного материала я уже слышал об этом, что нам может сделать страна с населением 5,5 миллионов человек. Интересно, а если так, население Финляндии всего на 500 000 человек меньше, чем население Латвии, Литвы и Эстонии вместе взятых. Однако никто не говорит о том, что в Эмираты могут нам сделать. Финляндия сегодня точно такой же полигон для отработки действий НАТО, как и Прибалтика. Точно такой же плацдарм. Потому и внимание нашего эта страна требует не меньше остальных членов Альянса. Особенно с учетом длины границ. Вот такие вот новости, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и обязательно оставляйте свои комментарии.